Снег валил так плотно, будто север решил стереть все живое с лица земли. Белая пустота поглощала дорогу, лес и небо, оставляя только холод и тишину. Итан Роуэн и его младшая сестра, Лиа, стояли у края зимней трассы, сжимая друг другу руки. Машина родителей исчезла среди черных елей уже давно, но звук мотора все еще звенел в голове, будто насмешка. Итану было 10, Лиа всего 7. Он видел больше, чем хотел. Напряженные лица взрослых, слезы, которые прятали, молчание, ставшее тяжелее снега. Он понимал, что произошло что-то неправильное, но все равно говорил уверенно, стараясь быть старшим. Он убеждал сестру, что их обязательно заберут, что нужно лишь немного подождать. Час сменился другим. Холод пробирался под одежду, пальцы теряли чувствительность. В рюкзаке, оставленном взрослыми, оказалось немного еды, спички и старый складной нож. Слишком мало для 2 детей в диком лесу. Лиа больше не плакала, только тихо дрожала, обнимая себя. Тогда Итан понял, если они останутся на месте, зима победит. Он повел сестру вглубь леса, надеясь найти укрытие. Тайга встретила их треском ветвей, шепотом ветра и тяжелым дыханием снега. Каждый шаг давался с усилием, страх сжимал грудь, но Итан не позволял себе остановиться. И вдруг среди белой мглы появился свет. Сначала слабый, почти призрачный, затем теплый и живой. На поляне стоял деревянный дом, будто вырванный из старой сказки. Из трубы поднимался дым, а окна излучали мягкое сияние. Дверь открылась сама, словно дом ждал их. На пороге стояла высокая женщина с седыми волосами, заплетенными в косу. В ее взгляде не было удивления, только спокойствие и глубокая доброта. Она впустила детей внутрь, где было тепло, пахло хлебом и сушеными травами. Дом словно жил своей тихой жизнью, принимая тех, кто оказался на краю сил. Прошло несколько дней, а может больше, время потеряло форму. Дети ели, спали, помогали по хозяйству. Женщина учила их слушать лес, не бояться его и чувствовать, где проходит граница между опасностью и защитой. Итан чувствовал, что за этим местом стоит нечто древнее и сильное, но не злое. Однажды тишину разорвал звук мотора. Чуждый, грубый, настоящий. Женщина лишь грустно кивнула, будто знала, что этот момент неизбежен. Скоро на пороге появились спасатели и родители. Испуганные, сломленные, раскаявшиеся. Лиа бросилась к матери. Итан замешкался, но затем шагнул вперед и обнял отца, не потому, что забыл, а потому, что понял, прощение иногда важнее обиды. Когда детей увели, они обернулись, чтобы проститься. Дома больше не было. Лишь снег, лес и тишина, будто ничего никогда не существовало. Но Итан знал, это место было настоящим. Тайга не просто спасла их, она изменила их навсегда. И те, кого однажды принял лес, всегда найдут дорогу, даже когда мир вокруг станет холодным и чужим.